Ну что ж, стоим. Волос. Заменил панель. Вверху теперь новая. Старые пока здесь лежат. Не знаю. Но, блин, сейчас к 11 у меня full battery. Супер. Электричество просто валом. Грязно здесь. В волосе залив. Все время запруживает. Но вчера ребята вылавливали таких луфарей симпатичных. Рады видеть вас на канале Yacht Family. Кстати, всегда хотел сказать, что Yacht Family это не мы Family. Я вообще один на лодке живу. Yacht Family это вы, мои дорогие любители свободы, моря и яхтинг. Это видео является продолжением первой части обзора яхтенного рынка Греции за декабрь 2023 года. Поэтому, если вы еще не видели, вот здесь по подсказочке я вам оставлю ссылочку на первую часть. На это видео сложилась очень интересная подборка. Помимо всех сайтов, брокеров, Фейсбука и прочего по обычным предложениям, есть очень интересные варианты с стальных яхт, парусным вооружением нестандартным, full kill, ну и, конечно, катамаранов, один из которых 40 фит, третий год, 125 тысяч он стоит, это южноафриканская верфь. Если вы не видели видео, как мы шли на Voyager, тоже южноафриканцы, то посмотрите, я опять же ссылочку оставлю вам в подсказках. Ну а сейчас на пару минут я хотел бы пригласить вас в телеграм-канал Yacht Family. Вот так он выглядит, ссылка будет в описании, естественно. Здесь вы найдете выгодные предложения по миру, всевозможные объекты, ну, такие около яхтенные разговоры и тому подобное. Естественно, к нему есть чат, в котором вы можете все это обсудить. Также у нас есть приват-канал, в котором в первую очередь появляются все эти предложения заранее, 2-3 суток. Обычно, если участник канала пишет, что ему это интересно, к сожалению, в общий канал такие предложения уже не поступает. И вот здесь мы можем сразу увидеть, что пока я готовился к видео и монтировал, подделал подборку, появилось несколько довольно интересных предложений. Видео вот Harmony 8 года за 48, Янмор 8 года за 37. Ну вот, Феретти Альтура, но ее вы увидите в видео. Так вот, заранее ребята получили давно уже все ссылки, которые я нашел, буквально когда я монтировал видео. Ну, а после этого выпускается в YouTube с большой задержкой. А вы понимаете, что актуальные предложения, они не ждут. Вот он, симпатяга. Огромный. То есть это либо такой же, как мы гнали 43-й. Проект, понятно, Privilege, это же кто, французы там? Анна Лен. Двойное имя. Анна Лена, не знаю, не созвучно. Ладно, Дева Мария там, или Анна Мария. Ну, в общем, вот такой катамаранчик. И вот здесь парни восстанавливают деревяшку. Такую симпатичную. Пилят ее, чистят, шпаклюют. Наш любимый испанский сайт, который в миру, называется Inautia. Так он там, Barcas Des, там что-то там. Будьте внимательны, на этом сайте очень много всякого скама. Так, Benito First 39, 12-метровка, 84 год, 36 тысяч. Задняя каюта такая, узковатая. Кухня, штурманское место, передняя каюта. Вот вход находится чуть как бы не по центру, да, и из-за этого можно спать лицом в эту сторону, упираясь в стенку. Вот лично я не могу спать, если подушка не упирается в стенку, поэтому оттуда сюда головой вполне можно размещаться. Немножко тесноватая такая туалет. Простенько сделано все. 36 тысяч. Трехкаютка, видите? И с другой стороны есть каюта. Freedom 40, 12-метровый, 84 года. Очень интересное парусное вооружение. 2 мачты. И передний, видите, какой огромный гик. Закрутка, я так понимаю, в гик парус идет. И здесь таких мачт 2.
Газела. Для такого размера какой-то небольшой винт, хотя, может быть, пропорции не очевидны. Грустные веревки. Много веревок, видите, очень сильно потрепанных. Такой классический проходимец. За 40-ник за 39. Ну, лодка интересная, своей необычностью, наверное. Крео в Левкосе, вот это вот Океанис 390 достаточно давно продает. Долго она у него висит. Не знаю, в чем подвох. Вроде не дурная лодка. Но, возможно, все не так, как кажется. Автопилот старенький. 220 разведено. В целом все ничего не отваливается. Трехкаютка. Туалет. Volvo Penta D240. 40-сильный. Не старый мотор. Вот такой вот вариант. Даже приборы не старые ветра заменили. Винету. Вот здесь вот очень плохо, если якорь не спускали, то внутрь попадает дождевая вода и, ну, и как бы вообще цепь аж спаивается на коррозии. Скорее всего, можно выкинуть снизу якорного ящика цепь куском. Просто навсегда. Поэтому все спускают, раскладывают цепь, чтобы такого не было. Надо смотреть вживую, безусловно, потому что совершенно непонятно, что там сейчас и насколько это выглядит хорошо или плохо. Но в целом дизайн лодки хороший, приятный, широкой кормой, купальной платформы. Выглядит все симпатично, эти деньги вроде бы неплохо, но надо смотреть вживую. Вообще, Крео тоже своеобразный человечек, он живет прямо в Нидре на Левкосе, он там и находится, он только там и торгует, может какие-то другие лодки берет. Своеобразный. Вообще брокеры в Греции непрофессиональные, скажем так, непрофессиональные. Они совершенно не понимают их работу. Они считают, что там вот регистрация, проверка и прочее, что это все не их работа. Их работа просто найти клиента. Все, за это они берут эти деньги и дальше они бегут. Вот. Кое-что они, конечно же, знают, безусловно. Ну, не кое-что, а там многое. Но делать ничего не хотят. Поэтому, опять же, с брокерами греческими будьте внимательны. Именно с местными. Вот Network, например, это не местный брокер, это сеть мировая. А Крео конкретно прям местечковый такой дядька. Вот эта компания Solimar. Обратите на нее внимание. Бывают у нее какие-то хорошие предложения, но не всегда поймешь, почему это две фотографии, почему они там не отвечают. Я как-то пару раз запрашивал, ничего не ответили. В общем, очень своеобразные. Будьте с ними внимательными. У них же Sun Magic. Это 49 тысяч. 44-й Sun Magic 90-го года. Опять же, не пишут где, просто грис и все. Опять две фотографии, только планировка и общий вид. Два туалета. Так-то деньги, конечно, нормальные, 50 штук. Кстати, Sun Magic, который здесь на Сиросе. Sun Magic 44. Вот эту лодку, точно знаю, что ее можно сторговать где-то под 48-47 тысяч. Так что имейте в виду. Вот он, Network Yacht Broker, является сетевым. Жано Voyager 58 тысяч. Сегодня или вчера я видел, такую же продавали в Турции уже ближе к 100 тысячам. Здесь закрутка в мачту. Может быть, там состояние, конечно, чуть получше, но разница слишком велика в деньгах. 12,5 метров эта лодка. У нее прям Voyager 12,5 называется.
Приятная кают-компания, такая полукруглая, 2 задние каюты. И как мы видим, вот опять семейная, да, и снизу родители, сверху полочка. Но здесь это реализовано приятно. Ну, как бы, юзабилитно. А в носовой, конечно, намного неудобнее все это выглядит. Вот тут тоже интересно. Мачта заходит прямо в киль, что на безопасность, наверное, работает положительно. Носовая. Хорошая, широкая носовая, со своим пространством и со своим туалетом. Это плюс. Вариант не бедовый. Приятный. Бавария. 38 эксклюзив. Все. Больше нету. У этого же непонятного Салумара в Греции 67 тысяч. 13 метров. Океанис Клипер. 411. Для этой лодки это хорошая цена. Вопросы к этой компании. Салимар Яхт. Здесь вот чистая такая матросская. Такой вариант. А это уже порт. Волос Порт или Волос Марина. Она муниципальная. Вот, собственно, здесь тоже битком чартер и так далее. Но там есть и рыбаки, как всегда. Старички и бойки. Хрен кому сдадутся. В общем, здесь чартерники подготавливают. Вон, под пошив, под ремонт, под все. Кипит уже зимняя работа. А мы ищем Баварию 46. Так, сразу меня запихнул в заднюю каюту. Да, посмотрим, что мы здесь We have done we have the tank of petrol. We have a tank 220 liters. Окей. Окей. Немного здесь течет. Угу. Угу. It's not bad, yeah, you're right. Так, экзаут. Нет воды. В задней части воды нет. 59. МД-22. Такой же мотор, как на Бенетухе. Здесь есть немножко воды. Здесь уже видишь Sail Drive. Но старенький, простой Sail Drive. Никаких особо подтеков. Немножко ржи. Четенько пошел. Такая система у него. And one toilet back, electricity, nice. Shower, хороший. I hear everything working. Everything. Working, everything. Here is refrigerator. Ну вот рефрижератор у него выглядит хорошо. Here is Yeah, tools. here is Gas. gas, yes. Wash. 2 planks. Cook. Yep. Here is Да, все намного чище, конечно. mine I put out. It's no, it's Все very чистенько. nice. Very nice. I Здесь have a ничего. problem. The problem I show you only. I show you after. Here in here is double. А, фронт, типа передняя тоже разделена. Wait. Мгм. Here. Здесь This поставлены is полки. can be. This is same can be. Типа семейная, как в том. Okay. This is for outside. All for ship owners. No, owners. No, I understand. Skipper. Skipper, everything. Here, Деревяшки. another Видно bath, плохо. same, electric thing. Yeah. The problem, if you bite it, is Can I switch it? yes. I have one.
show you. Нюхаем. Ну, все они не пахнут хорошо, вычищены. Here is tank for rest. It's empty because It's black tank? For black water? For water? For black water. black water. Black water. Here. Yeah, but it's clean, yeah? It's clean, and I don't use it because Есть потек. smell. Да, I understand. Understand? Yeah. Not Not a lot, but smell. right, yes. Okay, I understand. So I have tank. I have tank for documents. Yeah, I understand it. For you, but you doesn't use it, okay. If I am in port, don't. Stop it. Open please this one. Slowly, slowly. Thanks. Goes down. Everything. I put out all if you Like new. you can't see. Only No. only outside. But Here is it. Ну, здесь вообще никакого такого супер поражения нет. if it's not good, I can't. Ну, здесь вот тоже есть такой потек, то есть она где-то по шву надо подыскивать. Yeah, okay. This one for anchor, yeah? Yes, Okay. you can take No, doesn't need from nose. here. Yes. Off from nose, yeah? Be careful. Κάνε δουλειά στο. This is for Winter, all is working? all working good. This one is autopilot, working. yeah? Yeah, autopilot here. Here, autopilot. It's a little bit new. Okay, it's old one. The It's same. work, all work good. This is Can we open little? new. This one new? Yes, 2 years. Uh-huh. The other is 4 years, but I have. Wait. Окей, how you say? Здесь вот для какой-то подушки, чуть-чуть ржаны, но это оксалика, все смывается. Здесь анхор хороший, с поворотником. Эта штука позволяет якорь всегда становиться правильной стороной. Обычный тайгер. Короче, по иллюминаторам здесь какая-то жопа Новый год плачет. По бегущему до килажу кое-что получше. Так, планировочка чуть спорная, но в целом все работает. Давайте посмотрим сейл. Ну, этот такой же старенький, а у него даже нижнюю часть меняли, а верхнюю нет. Давай еще посмотрим. Yeah. For different stuff. The other is mine. Yeah. Цепочка хорошая. And 90 метров. The color, last color, 75, but 90 is old. It's very. Окей? Okay. Да, бэкет. Sail soft. Ты вообще отличный. Просто огромные дубовые. Ну, такие серьезно набитые. It's good. What is here? It's for music. We have. Ну, там окошечко прибито. Sun panel working? The problem is one. You change this. 1, 2, 3. Yeah, for sure, I Change. see. Yeah. Okay. I see. And, Rumpel. yes. Окей. Here is Safety. one only for. Немного с этой безопасности есть. And this one is another one. Here is ropes. Окей, на веревке там. Here, This one gas. this Gas? gas. Here. Holiday говорит, что модель 98 года, а так 2000-го. Якобы 2000-го. Солнечные панели. Особо, конечно, ничего там нету. Ну, вроде бы как все, что надо, есть. Два руля, 45-ка, 2001 года Сан Одиссей. 87 тысяч. Могут быть скам, потому что вот всякое барахло, видите, надо, как говорится, выяснять. Но бывает, что так, знаешь, и да, все так и есть. Приезжаешь, все нормально, солнечные панели, все классно, 2001 год, два руля, 87 тысяч, отличная цена за хорошую лодку. Было бы, надо смотреть. Крутка в мачту. Немножко подтеки на полу.
Янмар не очень сильный. Ну, как я уже сказал, самое важное в данном случае, есть ли этот вариант вообще как таковой. Так, дальше. 23-го года. 380-й. 100 тысяч. Левкас. Вы кажете, все. Беру. Но на самом деле все не так. Это мы разговаривали с одним человеком, он говорил, что вроде бы в Хорватии тоже есть такие инвестиционные а-ля предложения, мол, ты там берешь, оплачиваешь 50%, остальное там тебе дают, берут в управление там и даже там дают тебе там 10% в год или сколько-то там. Все это надо выяснять, я их не знаю, это никакая не реклама, но просто, что вот в Греции тоже есть такой вариант, что 50% стоимости, вот эти 100 тысяч, вы покупаете эту лодку, и вроде бы как по этой GR-селлинг программе вы даете им в управление эту лодку. Выясняйте все сами, ответственность я за это не несу, просто такая возможность вот есть. Наверное. Это то же самое, они же 129 за 42 Баварию, типа половина считается, ну, опять же, все надо смотреть. Фонтон Пажо, Белиз. Стоял в Греции 250 тысяч. Все. Нету больше. Лепард 40 на Корфу 275. 16 год. Без понятия. Правда, неправда. Связываемся, спрашиваем. Так, не так, но вроде как участник рынка Sunsail, брокер Грис. Sunsail то и владелец яхт должен быть попрофессиональней. Ну, возможно, вот есть 16 года 275 Лепард 40. Пол прямой в кокпите, видите, как не надо ничего перескакивать, красиво. Flybridge. Прикольно показана безопасность. Один ласт и один жилет. 2 Янмара. Довольно свежее оборудование. Ну, не знаю, если это не сказки, то 270 тысяч за Лепард 40 16 года. Ну, не знаю, ну видите, как бы 200 тысяч 380 лагун. А это Лепард, вроде тоже 40 плюс-минус там 1-2 метра. Концы в кокпите. Мы видим много всякого разного оборудования, это круто. Аларм выхлопа. Сейчас не стоит ждать хозяйского там наполнения битком всех рундуков, но... здесь вот симпатичная носовая своя терраса, да? Парус даже отсюда, конец видно, что такой потрепанный. Что, 66 фотографий. Вы сможете самостоятельно это посмотреть. Никаких. Такие каюты. Вот родители, там носовой ребенок. Вот, классно сделано. Вот здесь еще видно, что Лепард 40 у него категория А при 10 человеках. 14 года 40 S2. Лагун, Яхтброкер Хаус. Красивая кают-компания, конечно, внутри. Классные каюты, да, такие, что даже залазить куда-то просто подошел, сел и все. Вот. Как-то странно разделенные носовые. Дабл, наверное, там все соединено, никаких проблем. И вот детская, да, такая в еще в носу. И Nautilus, все ссылки в нашем телеграм-канале. Возьмем мировой и немножечко отойдем от Греции. Вот про этот катамаран рассказывал большой ценитель катамаранов из Америки. Сказал, что это самый лучший катамаран в какой-то категории, там, грубо говоря, вменяемых денег, там, не 500 000. Вот 200 тысяч Proud. Называл его как и ходибельность, и пользование, и прочее. Очень ему понравился. Я просто нарвался на него и решил вам показать. Вот объявление. Proud 45. Довольно интересный вариант. Интересно, что здесь кают-компания, а вот здесь вот под стеклом
там койка. Вот так. Это прикольно, потому что, ну, реально очень удобно. Здесь можно шторку повесить или даже закрыть полностью, но, видимо, чтобы воздух как бы не застаивался, вот так все подоткрыто. Такая вот... У Праудов классически в поплавке находится кухня, и в носовой части у него вот здесь вот туалет, а с другой стороны каюта. То есть, как бы, вроде бы как по размещению, ну, слабее, если, опять же, 200 штук, да, то 380 16 года, но ходибельность у этого катамарана, опять же, по мнению большого пользователя катамаранов, считает этот катамаран самым лучшим. Поэтому добавил. Вот есть Watermaker, спектра видно. Танки, контроллеры. Ну, много всего. Это же все-таки катамаран, тем более 45-й. Здесь можно, наверное, напихать вообще черта. Посмотрите только на туалет. Тут из края в край можно ходить в туалете. Много фотографий, 66 штук. Смотрите, находится он, если не ошибаюсь, в Северной Америке. Но, кстати, я еще почему его сюда добавил? Потому что в нашем комьюнити есть человек в Северной Америке, который вполне может посмотреть, организовать перегон лодки в воды без американской визы. Там Гренада, Мексика, ну не Куба. Куба, говорят, не очень хорошо. Ну, можно и на Кубу, да? Поэтому имейте в виду, если что-то в Америке присмотрели, то вполне можно его добыть. Есть такие люди уже, все можно выгнать. Тут у нас Жано Санденс 46-й. Хорошая за него цена, потому что я такой же видел за 60. Буквально недавно на Левка Сигрец. Если этот вариант есть, то очень интересный. Чем он интересен? У него мотор находится, я бы даже сразу, наверное, перешел бы к большому количеству фотографий. У него мотор находится... не между задними каютами, а в боксе в кают-компании. В связи с этим задние каюты очень широкие для такого размера, очень широкие. Якорь в нос, да, тоже так интересно сделано, красиво. Поэтому 3 каюты у него не такие, как обычно в таких размерах. 3 каюты такие полуобреды, что здесь хорошие такие полные каюты. Немножко он пустоватый, но за эти деньги это очень хороший вариант. Стоит на него обратить внимание. В общем, опять 43 тысячи фотографий. Подушки подняты. Мотор находится вот здесь у него, под передней подушкой, ближайшей к нам подушкой. Жано, кстати, недавно назвал крупнейшая, одна из крупнейших верфей в мире, и по классу считается чуть-чуть выше Винниту. Считается, не знаю, ну там, где я это прочитал, там так сказали. Вот такие большие задние каюты. Здесь барахлом заброшено. Отдельный, конечно же, санузел. Один. Янмар 30, наверное, лошадей. 27-30 лошадей. 27, да, Янмар. Старенький. Старенький, но, наверное, хорошо работающий. Уплаченные ваты. 32 тысячи. Еще и торг. Поэтому имеет смысл посмотреть, что за он. Этот красавчик Olympic Adventure 42 тысячи. Кетч с центральным кокпитом для путешествий. Добавлю, что для альтернативы, как бы, что мы все смотрим на эти чартерные обноски. Вот он, настоящий путешественник. Ах, тик, видите? Надо тут, конечно, все это тик подобслужить, но кусков отсутствующих нет, и это положительно. В остальном, надо смотреть детальнее, это очень специфический такой сегмент лодки для кругосветки, наверное, я бы даже так назвал. Поэтому их вот в масс-маркете нет смысла абсолютно как-то там обсуждать или там еще что-то. Это каждому свое. Надо прийти, если она легла тебе, если тебе нравится. Сейчас покажу, кстати, вам, собственно, дальше, что я вам из Фейсбука приготовил. Вот, кто хотел поработать? 12 метров за 12 тысяч и много работы. Много работы или очень много, неизвестно, надо смотреть, много там или очень много. В каком-то другом объявлении я видел, что он показывал, как он на воде был, симпатичный. Но надо смотреть, что там у нас внутри. Совершенно непонятно. Как я и говорил, этот катамаран еще доступен. И теперь его стоимость 125. Обалдеть. Обалдеть.
Обалденный катамаран, я не понимаю, вообще супер. Вот, ну, если бы у меня были деньги, я бы взял. Это вот, ну, не полный аналог, это, во-первых, тоже южноафриканец. Мы ходили на 43-м, а этот 40-й. Но здесь хардтоп, здесь уже есть солнце. В целом лодка значительно более готовая к жизни, чем 43-й, на котором мы были из последнего видео, на котором мы шли. Но то, как он ходит, и то, какое удобство он предоставляет на качениях, на якорных стоянках, на боковых волнах, это просто супер. Просто супер. Обалденно. И теперь он стоит 125 тысяч. Так, тут у нас что? О, класс. Это мне только вчера вечером попалось объявление. Обалденно. Только вчера появилось. Я его уже разместил у нас в приват-канале. Это Кетч. Итальянский. Здесь, видите, нет других фотографий. Находится он на Родосе, и можно съездить его посмотреть. У него два мотора на Mercedes по 75 лошадей. Находится вон там справа и слева винты, то есть безопасность на высоте. У него два поста рулевых, на внешний и внутренний. Вообще, почитайте об этой лодке. Просто супер. Ну, для путешествий обалденная лодка. Ну, сплошной кайф. Ферретти, Альтура, 422, 82 год. Брюс Робертс, 11,5. Я так понимаю, что это стальная лодка. Как бы кто-то спрашивал, есть ли возможность какого-то такого стального путешественника взять. Вот 30 тысяч примерно. Стальной Брюс Роберт. Какого он года? 2007 года. Мощные утки. В целом даже не очень много каких-то таких глубоких очагов ржавчины. Выглядит недурно. Вот такая сталь, четырехлопастной винт. Выглядит вот так. Но, как я говорил ранее, все-таки лодки для таких путешествий, такие проекты индивидуальные, в Левкосе находятся, индивидуальные проекты стоит все-таки самому себе как бы подбирать, потому что что-то прям такое на сердце лежащее должно появиться. Бавария 44.3. Посмотрите, какая носовая каюта, да? Тоже огромная. Нравится мне, в общем, 44-ка. Но я уже показывал ее, по-моему. Два руля. Volvo Penta мотор. 55 кобыл. И налоги уплачены. Овнерская версия, так называемая, когда не попилена, вот она, не попилена, а большая носовая каюта с отдельным своим туалетом и вот такими двумя задними гостевыми с отдельным туалетом. Вариант отличный, я считаю. Якорный ящик глубокий, класс, тоже не надо ничего там подтягивать. Хотя вот нанос, видите, сбрасывает нанос, значит, все-таки приходится выгребать с-под низу. Так, что у нас еще есть у брокеров? 37-я Бавария 2002 года, 50 тысяч вариант. Ваты уплачены. Выглядит довольно симпатично. Сейчас посмотрим. 3 каюты, туалет. Один. Видите, а здесь ширина достаточно широкая, что можно спать слева направо, а не в длину. Большая кают-компания. Приятная лодка. В целом в рынке. И 44 2003 года за 99к. Как мы видим, agreed, то есть, ну, получена предоплата по ней. Поэтому, да, такие вещи. Да, симпатичная арка. И вот арка сделана классно, что тузик можно поднять так высоко, что ты под ним еще проходишь. Плюс он Starlink. Лодка такая была хорошо оборудована. Вот хозяйскую лодку издалека видно, конечно. Все на ней тут. Всего на свете. И планшеты, и навигаторы, и арка, и жесткое дно, и 9.9 Outboard мотор. Все
есть. Все. Все и по дважды. Ну что ж, это все, что я хотел показать вам в подборке декабрь 23 на данный момент. Надеюсь, вы нашли свой вариант. Еще раз, было бы классно, если бы вы написали в комментариях, какой из них вам понравился больше. Ну, просто заинтересовал, либо, может быть, ваше мнение, что это вот мурня потому-то и потому-то. Было бы интересно почитать. Не стесняйтесь. Ну и, конечно, лайк, колокольчик, подписка. Вы знаете, что делать. И до новых встреч, друзья. Напомню, что все ссылки на все представленные объявления вы увидите в нашем телеграм-канале. Ссылочки есть в описании. Заходите, подписывайтесь на Приват. Будьте первыми и успехов!